Сурвик врубил Need for Speed. Хорош. Не, ну вы посмотрите на эту миленькую карту, на эту миленькую аренку, какая она маленькая и компактная. О, возвращаюсь к вам вместе с антимета-турниром 2. Это финал Survivalist на Матце и с Ультра Смол Арена. Супер маленькая. Расстояние между стенами. Один тайл. Пошла жара. Убил овцу, которую, я даже не знаю, чья это овца, но ее попытался заломить, да, красным цветом Survivalist ее, соответственно, прикончил. Кабаны настолько близко, что, походу, он пытается их заломить. Пытается их залемить. Боже мой. Что происходит? Два крестьянина расстреливают этого кабана. Что случится с этим кабаном? Да ничего особенного. Здесь еще кабанчик. Сколько всего кабанчиков? Кажется, 4. Да, получается. О, кабанчик сурвайвалиста все-таки немножечко ближе убежал в конце к нему. Не повезло, поэтому лейм не настолько удачный, потому что Матце тратил на это время работать своих крестьян тоже. И тут в итоге кабан упал не идеально. Но окей, упал бы здесь, было бы чуток лучше. Хорошо, давайте оглядимся на карте. Ладно, тут сейчас важные бои идут. Не, ну это, конечно, угар. Это финал. И самая первая игра. 2480. У Survival стоит Матце 2240. Максимальный рейтинг. Матце снова играет на персах. Он их обожает из-за ТЦ Рашей. Посмотрим. Survivalista здесь итальянцы. Итальянцы на такой маленькой карте. Они очень темповые. Они очень могут зайти. На самом деле. Итак, подгон оленей. Ну и давайте смотреть, какие у нас ресурсы. Аренка действительно маленькая. В ней помещаются только одни кусты. Полноценные. Мейн золото. Камня нету, но камень есть снаружи, причем баланс. Ну, балансом тут, конечно, пахнет сильно. Ягоды золота тоже. Блин, ну, у Survivalista тут, честно говоря, все хуже, да, и золото на форварде, ягоды тоже не на бэке. И внутри нет камня, камень вообще здесь, просто жесть. Надо разведывать карту, надо искать релики. На этой, да, релики есть релики, 5 реликов, всегда, всегда абсолютно. Так. Бьет ворота, домики. О, тут даже домики надо ставить, правильно. Зажали скаута. А нет, вау, Сурвавалис даже смог и убить скаута, и убежать. Куда убежать-то? Куда ты тут убежишь? Так. Вот релики. Раз, два, три, четыре, пять. Я по миникарте понял. Хорошо. Ага. Дополнительный дом, но не ставит. Можно заволить врага. Гениально. Матце такой, о, можно заволить врага. Да, но... Зачем? Типа, ну ладно. Не, ну как вообще-то зачем, да? Чтобы не дать доступа, ну, ограничить пространство абсолютно. Не дурная стратегия, все правильно. Но все равно странно. Все равно очень странно. У перса будет быстрее ратуша работать, да? Это является его бонусом. Вообще, Матце, конечно, очень популярен за счет того, что постоянно пытается ТЦ рашить. На самом деле, на стримах у Джона Слоу тоже об этом вечно шутят. Так, здесь, смотрите, Survivalist неплохо запирает как будто бы одну крестьянку. Приходится удалять свой дом. Так, ой, до сих пор без лума Survivalist играет. Здесь же лум уже давно есть. Так, пытаются разрушить дома, по 14 жителей у нас. Скаут безопасности, кабан кушается, тем не менее. Воу, парень. Парень, Survivalist заперли. Минус раз крест, а вот этим трем как убежать? Он запер его. Сюда тоже уже не пройти. Здесь все проволено. Какие варианты, дружочек? Вышку только в феодале можем ставить. Тут релики, что? Варианты заволить. Ну, не получ... Ага, ну здесь 2 в 1 получается. Ситуация неплохая для сурвайвалиста. Здесь еще крестьянка уходит, потому что ребята сагрились. Но, кажется, 2 крестьян заволит. Хотя можно еще тут пытаться там удалять. В общем, здесь пошел трэш-контент. Лесопилками здесь не пахнет. Здесь... нет, пахнет. Смотрите, да, удалил стенки свои, в принципе, да. И сделал такую тему. Так, здесь в итоге у нас эти ребята одного креста завалили. Ты почти раненый, мертвый. Ага, он пытается с другой стороны уйти. Боже, я представляю, тут много так мультимикро, мультитаска. Так, Релик тоже собирает лес. Ага, тут еще и ТЦшка стреляет уже по стенам. По чистоколам. Что за лабиринты, боже мой. Нет, серьезно. Смогла увернуться крестьянка, я не совсем понял. То есть она сидит тут. Ага. Но здесь был проход. Короче, освободилась. Я свободен. Нет, вот он камень, ребята. Вот камень. Есть камень внутри, да, тогда все балансно, на самом деле. Все балансно. Итак, и как будто бы Survivalist спасает всех своих крестьян, да? Или начинается махач в левой части карты. Вот.
Арена. Вот уж арена. На 400 тайлах, да, там? Сотка. 4 сотки арены, короче. Окей. Так, ну Мацу перегоняет по жителям? Да, но он влетает в домовтыки. Домовтыки тут у всех много проблем. Вот у этого мужика. Хотя... Ну, размен 2-2. Но здесь еще умирает крест. Даже ратуша его убивает. Интересно. Хорошо, кажется, все-таки эти два креста здесь не выберется у Сурвика. Разве что они могут дальше заволиться, но вот он тут пытается выскочить. Так, женщина пытается прикрыть мужика. Получается только себя, либо не особо. Пытается уйти в лес, пытается рубить лес, непонятно что. Нет, зажали ее, зажали. За что? За что? Да, у Мацу очень хорошая ситуация. На самом деле уже плюс 4 жителя. Сурвайвались довольно-таки крупно айдлил. Зато домики красиво оставил. Тоже своя лесопилка. Ну, на край карты. Так, здесь крестьянам еще освободиться надо. Но это небольшая проблема. В принципе. Хороший старт от Матса, по идее. И переход в следующую эпоху. ТЦ-рашить, по идее, здесь можно. Просто удаляешь ТЦ, удаляешь свою каменную стенку, и вот сюда ставишь ТЦ. 6 на золоте от сурвайвалиста. Что ты творишь? Его заволивают еще больше. Сел в ТЦ, но он не дострелил до чистокола, видимо, и отощел. Так, скаут здесь работает приманкой, либо что? Сурвайвалиста еще тут овечки. Ну, овечек вообще тут дохали. Там вообще 9 овец. Видимо, 2 овцы ушли сурвайвал. 2 овцы сурвайвалиста ушли Матцы. Либо как-то так. Блин, вот этот камень я не заметил. Тут каждый ресурс важен. Это просто, на самом деле, это головоломка. Эпошная. Сломай голову. Как выжить? Я помню, была какая-то очень давно, лет 10 назад, головоломка по эпохе, где ты типа на острове находишься. Ой, приманка сработала. Да, неудачно. Сдох. Была головоломка, ты на острове, у тебя там ограниченное количество ресурсов, ты в какой-то эпохе ограниченной, и тебе надо там как-то выбраться, сделать так, чтобы у тебя транспорт появился. Что-то, по-моему, такое очень прикольно. Надо бы как-нибудь ее найти, блин, постараться. Но это будет непросто, я даже не знаю, с чего начать. Вышка. Маца перешел в следующую эпоху. Ну и развивается, на самом деле, плюс-минус стандартно. Топорик, продолжает делать крестьян, делает вышки. Вышел на камень, причем не свой, а, если можно так сказать, нейтральный. Релик тут. Окей. Ну и вышка начнет расстреливать ратушу. Итальянскую. Так, итальянцы тоже переходят. Слушайте, а ресурсы-то у итальянцев тут очень близкие к переходу. О, смотрите, как он... Господи, о нет, он убивает ТЦРаш. Тут ресурсов ровно на рынок кузницу. Видите, 0 лес остается. Он убивает... удаляет ТЦ, ставит вплотную, ну, удаляет свою стенку, вплотную ставит к ТЦшке сурвайвалиста. Блин, его ник, конечно, подразумевает, что нужно выжить. Но как? Ресурсов нет от слова вообще. Так, ну тут 3 тала камня, этого на замок хватит. То есть план кабану сурвайвалиста дожить до замковой эпохи. Слушайте, он смог на 16 крестьянах, новых крестьян не делал, абсолютно, да. То есть золото он заранее добыл, еду тут докопал, то есть у него ничего нету. Он идеально сделал фасткасл из итальянца. Был бы не итальянца, бы ему, может, не хватило. Ну или пришлось бы торговать чем-нибудь. А так не пришлось торговать. Просто переходит и все на камне. Плюс лесопилка есть, можно работать. 6-10, вот и вся экономика. Переходим. ТЦшка падает быстро. Ребята, она падает быстро, поэтому лес пригодится. Так. Тем временем здесь аванпост. 10 жителей сидит здесь. Нет смысла засовывать больше. Это не даст больше количества стрел, чем 10. Дозор. Ну, Мацу не сможет перейти. И сейчас сурвайвалист, если доживает до замка, то будь здоров. Чинит ратушу. Неужели сурвайвалист делает все супер идеально? Я в шоке. Ну, что ж. Видите, он... Но вообще-то у него проблема, да? Он не хочет сливать ратушу, она сливается очень быстро. Потому что здесь жить... Не, здесь, кстати, вышка просто стоит. Может, можно было и пострелять, но, наверное, не очень выгодно. Короче, туда-сюда, с камня на лес, с леса на камень ходят кресты сурвайвалиста. Ну, вроде выстаивает ратуша. И стены как бы стоят. Прикол это, если это будет замковая эпоха.
в быстрый университет и дешевый апгрейд на укрепленные стены, потому что в университете технологии стоят дешевле. Поэтому укрепленные стены можно пропать за 100 леса, 133. Итак, вы в замковой эпохе. 400 камня, торговать нечем. Маца ставит рынок на лицо, кузницу сюда. Так, ну рынок кузницу ставит, а еды у него не хватает, золота не хватает. Тут еще овечки дожираются. Крестьян тем временем 28, они же делаются у перса. А как замок-то ставить? Вместо ратуши, потому что сюда ставить не получится. Отменят. Сюда как-то? Опасно, вышкой отменят. Сразу среагируют. Так, камень еще накачать надо, его всего лишь 500. Отдает ратушу. Минус ратуша. Стоп, он принес камень в ТЦ. А теперь носить некуда, у вас же нету ратуши, шахты не было. Так, надо на шахту копить. А там люди прорываются. Быстрее. И что, Сурвайвли сделает ферму? Чтобы сбросить камень в ферму, вы понимаете, что он делает? Ферму. Или другое экономическое здание можно сбросить любой ресурс, даже если камни. Он накидывается 13 на камень, и он будет строить еще одну ферму. Ну ты уже совсем бредишь, или что? Поставь шахту. Он ферму сбрасывает. Ну тут надо считать. 75 камней надо, 76. Есть 114 на руках, он сбрасывает ферму. Они все сбросили. Через ферму накопал на замок и ставит замок. Ну гений просто, сурвайвалист. Вот это реально вот сурвайвалист, просто выживач. Можно его перевести. И ставит замок, еще и на фермах работает. Правда, куда теперь фермы скидывать? Еду с фермы-то куда скидывать? А, вот мельница. Нет, серьезно? Маца не может перейти. Маце все плохо. Хотя сейчас непонятно, что сурвайвалисту делать. Но ему нужно золото потом добыть. Так, может крестьянами сесть в замок и быстрее расстрелять ратушу? Так, можно еще сначала вышку убить, но лучше ратушу. Мало ли тут чувак переходит. Итак, сколько тут здоровья? По 25 отнимает, да? Получается, 2 фермера работают на эту мельницу, куча лесорубов. Ну, лес можно продавать и делать генуэсов, в принципе, если оно тебе надо. Ну, я бы, наверное, делал несколько генуэсов, чтобы посадить внутрь. Стрелу еще прокачать, но это нужны ресурсы. Короче... Вышка сюда. Так, чтобы что? Ну, просто засекьюрить как бы себе лес. Золото добывается. Кажется, ну, то есть всю еду съел Маце. Но у него прикольно, ему надо именно 400 еды купить, в принципе, да. И ратушу он тоже может будет... ого, осадка. Чинить. Так, решает его сурвайвалист быстренько с вышкой разобраться. Она намного быстрее падает. Да, 850 хп всего лишь. И, походу, по ней урон еще больше походит. Осадка, кстати... Осадка отменяется, не получилась осадка. Можно удалить здесь, да, действительно, здание. И даже домик можно удалять, хотя не очень хочется все-таки, но... Так. Крестьяне убегают, тоже хотят работать, они сидеть. Зачем сидеть в ТЦ? ТЦ не перестреляет замок и делается осадка. Очень много микромувов таких происходит, да. Маце, по сути, надо купить 400 еды. Это возможно, из-за перса тоже быстро придет. Удаляет кузницу, потому что нафига ему уже кузница. Осадка все равно уже идет. И здесь, в принципе, что, шахта? Я говорю, это дикая головоломка. Дикая. Отлично. 17 крестьян? Подождите, то есть он в какой-то момент доделал одного креста, либо как это работает? Да, он успел доделать одного креста. Ладно. Так, давайте домотаем снова до момента. Блин, ну это было... Гениально. Хотя не обязательно можно было так, можно было немножко больше адаптации поставить такие шахты, например, либо еще одну леспилку. Но 2 фермы тоже не лишним будет. В общем, момент такой интересный. Да, это мы уже тоже видели. Сейчас перестроит сурвайвалист осадочку свою. И сделает шахту. Хорошо, смотрим. 17 на 30, но видите, Маце... Маце делает одного креста, но как только ты делаешь одного креста, тебе уже надо докупать еще 100 еды, что не хочется. Так, но Маце, что же он видит? Маце видит, в принципе, все, плюс-минус, да, дозор он апал, я помню. Поэтому он видит добычу золота, и, соответственно, из-за этого прокачивает, точнее, ставит вышку с прокачанной стрелой, да, и будет отстреливать золото. Неприятно, с этим сурвайвалист ничего не может сделать, потому что у него нет стрелы, но у него появляется катапульта. Господи, ну персидская ТЦ живет просто жестко. Крестьяне отходят, терять их запрещено, напомню, сурвайвалист играет без ратуши. Ему норм. Абсолютно норм, замки нажаты, ребята. Покупка еды, продажа всего, да, лес работает отлично, тоже топорик. Так, ну что, Маце собирается тоже выживать? Ну, он, опять же, может вычинивать, да. Делает еще дополнительные вышки.
То есть ему надо просто дожить до замковой эпохи. Чтобы что? Чтобы, я не знаю что. Осадочка тут аккуратненько работает. Она находится в 7 тайлах от ТЦшки, но бьет аж в середину ТЦшки. То есть по факту она стреляет аж на 9 тайлов. Либо 8,5, где-то так. Так, здесь, кстати, вторая лесопилка появилась. Интересно, интересно. Так, вот эта катапульта переезжает. Ой, ой-ой-ой, в нее же все это время кто-то стрелял. Я даже сам не заметил. И сурвайвалист в конце замечает, что тут вышка стреляет. Но он заметил. Это очень важно. Эту катапульту вычинить. В 2 раза дешевле ее вычинить с 0 хп или с 1 хп, чем новую делать. Сделал как раз вторую. Вычинил, но золото закончилось. Немного лес продал, чтобы дочинить дальше, видимо. Ну, тут спокойно, на самом деле, Матце вычинивает свою ратушу. У него запас леса просто огроменный. Так, удаляет, удаляет. Ну, а что он может поставить, на самом деле? Ну, свою осадку, как будто бы, да? Тоже перестреливаться, так и есть. От стен уже совсем ничего не осталось. В нормальной игре тут бы перестроить лесопилку, но тут не до этого. Вторая стрела, чтобы вышки подальше стреляли. Выгнали чинить дальше Матце ТЦ. Во-первых, тут 5 крестьян это делают. И остальные очень много леса просаживают. Я думаю, пора остановиться. Ратуша пока еще поживет. Хотя 2 катапульты пушат. Нет, 3 катапульты пушат. Интересно. То есть 4 на еде здесь. 4 на еде. А, здесь кусты остались. Господи, ничего не видно. Здесь еще кустики можно пожрать. Отлично, отлично. Так, здесь снова. Ай-яй-яй, некуда двигаться. Я думаю, этот дом можно все-таки удалить. Так, выстрел в аванпост. Вот это тупо позиционка. Никто крестов не делает, потому что это невыгодно. Это невыгодно. Выходит катапульта. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Я думаю, сурвайвалисту пора прокачивать хотя бы первую стрелу. Во-первых, он тогда ТЦ быстрее убьет и будет достреливать до всяких катапульт. Здесь какие варианты? Уматься, что он пытается? Он крестьян нашел, которых 17. Все еще 17. И 17. Отлично, он спрятал. 4 катапульты. Здесь, оказывается, 3. Выстрел бы сюда сделать, но, блин, как? Как? Жесть, добытые ресурсы 7800 на 6000. Офигеть, Сурвайвалист добыл немало ресурсов, учитывая, как мало у него крестьян всю игру, да, то есть ну, в целом у него работают ребята постоянно. Ну, знаете ли, ратуша будет потеряна, мне кажется. То есть чинить против 4 катапульта замка? Ну, сорян, тут катапульта не к месту. По-моему, надо отпускать эту ратушу уже и все. 2 катапульты, но как подступиться? Замок как бы идеально стоит. Без каких-либо вопросов. Сейчас все эти 5-я катапульта, сейчас они погонят. Сейчас он, во-первых, золото освободит. Кстати, Перс мог бы и апнуть на самом деле в университете вот это. Я думаю, это было бы лучшим вложением ресурсов, чем вычинить ратушу, да? Он перестраивает ратушу за Перса на универ. 200 леса и 250 леса на ап на вышку. И тогда катапульты уже привет пока. Пока. Кстати, крест все-таки где-то сдох. Мне кажется, какая-то из вышек его убила. Нет, все-таки катапульта. Походу, ратуша убила. Ну, иначе непонятно. Кто из вас убил креста? Ну, кто-то там убивал. Мы видим, что экономи 4, а тут всего 5. Значит, это ратуша была. Ух ты! Так, тут минус. Но агрессивно пошла катапульта. Вряд ли она выживет. Слишком много в нее вышек стреляет. Но... Ну... Так, хорошо. Еще 4 остаются. 2 здесь баговны или что? Хоть замок удаляй. Непонятно. Много золота у Матцы, кстати. До хрена, я бы сказал. Ап на вышке здесь бы зарешал. Я думаю, прямо сейчас Матцы об этом думает. Но, кстати, вот вторая стрела помогла. Абсолютно точно. Монах. У тебя появляется монах. Инквизиционный крутой монах. Католический. Крутой. Но что он сделает? Неужели итальянец сейчас пойдет в какой-то редемпшн? Но это надо там, блин, с хпшечка порядка 600 золота. 600, даже 650. Тут какие-то фермы, что ты делаешь, фастым? Ну у тебя даже нету ратуши. 15 крестьян остается. И здесь попытка хорошего выстрела оказалась. Что за дрифтующий? Сурвик врубил Need for Speed. Хорош, выстрел хорош, man. Ну, ГГ. Но ГГ, ребята, понимаете почему? Немного сложно объяснить. Матс, блин, игрок не с самым высоким как бы рейтингом, но он тут показывает мощь. Сурвайвалист, нет доступа к золоту. Монах что-то не оправдывается. Вышки не может пробить вышки.
как бы дальше тут Маца планировалось. Еще катапульта, ратуша у него, ферму, дальше бы делал крестов. Я думаю, бы потихонечку докопал бы на замок и поставил бы свой замок. Там бы, может, какие петарды подошли, ну или даже не знаю. Но нету доступа к золоту, да. 59 леса можно, 100 леса можно за 59 золота продавать, все, хуже будут цены. АПМ здесь, конечно, не космический на этой карте, тут надо играть больше аккуратно, с головой. 2 катапульты Маца всего сделал и победил, да. Блин, прикольная карта, казалось, сначала Маца легко выиграет, потом Сурвайвалист просто смобилизовался и максимально выжил все, что мог. Оказалось, вот он сейчас и выиграет, но нет, Маца как бы отзонился вышками, все нормально сделал и зарешал. Это была первая карта финала, но мы еще с вами посмотрим. Самое интересное мы с вами обязательно посмотрим. Так, ну, в принципе, здесь особо больше показать, наверное, нечего. Один замок всего лишь, замковая эпоха на 9 минут раньше. Экономика, кстати, на 3 камня Сурвик больше добыл. Прикольно, он через ферму выжил, но действительно выжил. Не помогло ему это. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение этих каток и других тоже. И до новых встреч.